Здравствуйте, дорогие друзья. Иногда одна ночь способна перечеркнуть все, что строилось годами. В особняке Акаби именно такая ночь стала точкой, после которой уже ничего не осталось прежним. Гюль, доведенная до предела, решается на шаг, от которого нет возврата, в ее руках оружие, перед ней Асия. Все зависит от одного мгновения, но Парс успевает вмешаться. Выстрела не происходит. И именно это молчание становится самым громким событием. Гюль стоит, словно потерянная в собственных решениях. В ее взгляде больше нет ни прежней любви, ни боли, только холод и пустота. Она уходит, но оставляет после себя ощущение, что это лишь начало куда более опасной истории. Но настоящий перелом происходит не из-за нее. Ася не устраивает сцен, не требует объяснений, она просто молчит. И в этот молчании окончательный ответ. В ту ночь она понимает, доверие разрушено. И даже если чувства еще живы, они уже не способны спасти то, что трещит по швам. На следующее утро особняк словно вымирает. Тишина давит сильнее слов. Ася спокойно забирает вещи, без истерик, без колебаний. Это решение, к которому она шла давно. Когда Парс пытается ее остановить, он сталкивается с правдой, к которой не был готов. Она потеряла его задолго до этой ночи. И в этот момент он понимает, дело не в Гюль, не в интригах, а в том, что был между ними самими. Тем временем Гюль возвращается к Лили и Левенту, но уже не как инструмент. Боль изменила ее, закалила. Теперь она не следует правилам, она их устанавливает. Ее следующая игра может оказаться куда опаснее предыдущей. Ася исчезает без объяснений, без надежды на возвращение. Только короткие сообщения остаются у Парса, как последняя нить. Иногда правильный выбор – это уйти, даже если сердце остается. И только потеряв ее, он начинает понимать, сколько ошибок было сделано. Но история делает новый поворот. Парс узнает исчезновение денег не случайность и не просто предательство. Махир был лишь пешкой. За ним стоит человек, который все это время оставался в тени и управлял событиями, словно кукловод. И пока правда начинает выходить наружу, Ася оказывается одна у моря. Вдали от всего она пытается найти покой. Но внезапная боль рушит этот хрупкий момент. Она теряет равновесие, телефон падает в песок. Экран загорается. Парс. Звонок не прекращается, но поднимет ли она трубку? Или между ними уже выросла стена, которую невозможно разрушить? История только начинает набирать обороты. Впереди еще больше тайн, решений и последствий, которые изменят все. И теперь вопрос не только к героям, но и к вам. Как вы считаете, что сильнее? Любовь, которая прошла через боль, или гордость и обиды, которые не дают сделать шаг навстречу? Смогли бы вы простить или выбрали бы уйти, даже если все еще любите? Жду ваших мыслей в комментариях. Мне очень будет интересно прочитать. И будем дальше смотреть с вами или рассказывать или объяснять этот сериал. До следующей серии. Всем пока.